Всем привет! Продолжаю делать бочонок, вторая часть. В первой части, как вы уже знаете, если не смотрели, то посмотрите, я при помощи циркулярной пилы изготовил сегменты, потом их склеил, затянул стяжками, хомутами. Получились вот такие вот кольца, которые дальше предстоит мне точить. Дальше эти кольца я приклеил на вот такие вот, скажем, плашки с держателем. И как видите, первую часть, первую заготовку я зажал в патрон и обточил. То есть придал цилиндрическую форму. Внутри тоже немножко проточил. Ну, хотелось посмотреть, как будет выглядеть, честно говоря, бочонок с внешней стороны. Дело в том, что я, как вы знаете, клеил сегменты через проставки из шпона дубового. Ну, вот таким вот образом это будет выглядеть. Возможно, часто не очень еще и понятно. Дальше я склеил среднюю часть. То есть она состоит из одного кольца и двух, ну, скажем так, деревяшек, двух плоскостей, которые будут впоследствии играть роль колец. Ну, внешних, визуальных колец, конечно. И теперь мне надо дальше последовательно вот к этому первому кольцу приклеить следующую деталь. Здесь все достаточно просто это занимает определенное время, конечно, чем точение там, того же бочонка из цельного полена. Но мне интересно посмотреть, опять же, это прототип. Возможно, потом я что-то исправлю, конечно, исправлю, улучшу, если приму решение делать именно по этой технологии для себя, то выстрою я все технологические процессы именно с тем, чтобы ускорить производство. Пока уходит много времени именно вот на все операции, связанные со склейкой, выдержкой после склейки. Хоть небольшой, но выдержка должна быть. Итак, я кольцо нанес клей на кольцо. Дальше здесь у меня есть метки, которые помогут мне спозиционировать. Потому что здесь у меня кольцо, здесь у меня, скажем так, заготовка кольца, но немножко я тут даже на циркулярке отрезал. Вот, с помощью рисок, которые я сделал заранее, я позиционирую. Ну, главное, конечно, совместить линии. И дальше возьму вот такую вот, скажем, прижимное с бабышкой. Здесь не важна центровка. Вот. Теперь я смотрю, совмещаю по меткам. Все совместил и поджимаю задней бабкой для того, чтобы произошла склейка. Сейчас еще раз проверю. Станок мне еще нужен для других работ и операций, поэтому при помощи струбцин я сейчас зафиксирую. Вот такая получилась у меня заготовка на данный момент. Надеюсь, видно. Оставлю ее высыхать, ну, на несколько часиков точно, пусть клей схватится. И дальше буду протачивать. Пока перерыв. После склейки получилась у меня вот такая вот конструкция. То, что предварительно обработал, то, что сейчас приклеил. Зажимаю в патроне. Есть у меня вот такая вот бабушка-заготовка. Просто подожму ей она будет не отцентрована пока что. Просто поджимаю, чтобы было проще удерживать заготовку. Так что в настоящий момент
нет, конечно, центровки. Поэтому сейчас мне надо сделать единую линию все. Попробовать. Буду делать тихо, аккуратно, потому что опыта нет никакого. Сначала срежу вот эти выступающие части, ну и пойду потихоньку. Ну вот начинает что-то прорисовываться. Пару вырвов. Здесь у меня было. Стружка у меня вот такая вот, что радует. Придаю круглую форму. Понятно, что она еще не окончательна. Вижу небольшие свои ошибки, но это только на пользу. Потому что это только начало. Сейчас попробую в одну плоскость это все вывести и заняться внутрянкой. Придал я форму вокруг. И сейчас сниму, ну, обгоню заднюю бабку. Вот, что мне надо сделать дальше? Дальше мне надо, собственно говоря, прорезать. Придал я первичную форму внутри и снаружи. Там чуть пока не чистил, но примерно. Так, и у меня остался один элемент, последний. Последний элемент, это вот еще одно кольцо, которое надо приклеить, совместив и линии. Вот так вот. Конечно, большая моя ошибка, она была сначала все, как говорится, в едином формате склеивать, а потом обтачивать. Ну, сейчас как есть, так есть, поэтому склеив еще вот этот кусочек, я получу уже готовый размер своей бочки. Но уже видно, что видны вот эти вот полосочки. Конечно, я здесь сделаю углубление, кольцо будет чуть шире. Вот. Но когда я точу, при помощи патрона происходит большое биение. Поэтому я сейчас сделаю, закреплю сюда план-шайбу. Это будет, наверное, проще всего для меня. Ну, бабушку сейчас это вот срежу. И на маленькие саморезики закреплю. Потому что, ну, очень большая вибрация при малейшем подскакивании резца. Накрутил я план-шайбу на 4 самореза. Сейчас попробую. Ну, на первый взгляд неплохо. Сейчас буду туда уже центровать по этой план-шайбе. То есть сделаю ровную плоскость. Ну вот, я подровнял. Теперь не бьет. И сейчас займусь уже вплотную внутренней частью. То есть внутри мне надо сделать тоже одну проточку сплошную. Проточил я внутреннюю часть. Очень хорошо, что у меня есть резец с длинной ручкой, который я сделал сам с пластинками. Так, сейчас сниму, покажу. Вот такую форму имеет сейчас бочонок. Это нижняя часть. Внутри я также пока на черновую, но сделал более-менее единую плоскость. И следующий мой ход, как я сказал, я просто сверху приклеиваю вот эту вот штуку. И оставляю сохнуть. Дальше делаю единую плоскость. И уже, я имею в виду внешнюю вот эту плоскость, делаю уже скругление необходимое и проточки. Приклеилась у меня следующая деталь, которая мне нужна. Придал я общую форму бочонка.
Вот уже похоже даже на бочку за счет вот этих линий. Сделал я небольшие углубления, проточил в основной массе, чтобы выделить кольца. Ну, выделяются они примерно тут, миллиметр, может быть, полтора. Ну, так, тактильно это ощущается. Конечно, потом еще наждачкой подработаю. Но сейчас займусь внутрянкой и посадочным местом под крышку. Потому что все равно потом придется здесь еще закруглить. Вытащил я средину как мог. Понял, что мне нужен расточной резец. Возможно, скоро его сделаю. Как время будет, может быть, прямо и сейчас. Но пока закончу с формой, сделаю небольшое закругление. Изготовил я вот такой расточной резец на скорую руку. Ролик есть у меня на канале. Он без комментариев, там комментировать-то нечего. Смысл его в том, что здесь у меня пластина, пока маленькая, и вот такая Ч-образная, четверкообразная ручка, что придает большей жесткости, и могу видеть, что я обрабатываю. Ну и таким образом я обрабатываю внутри. Весь процесс показывать не буду, но немножко сейчас. Ну вот таким образом я растачиваю внутри, делаю определенную толщину стенки. Напомню, у меня это прототип, поэтому сейчас мне большой роли не играет и толщина стенки, сам подход, и как потом это делать, я хочу понять. Вот, следующим этапом это создание крышки. Потому что любая бочка должна закрываться. Делать я ее буду. Вот такая у меня есть заготовка. Дубово-липовая, уже и забыл. Сейчас буду делать, покажу. Отверстие внутреннее, вернее посадочное, наверное, диаметр у меня 84 миллиметра. Здесь значительно, конечно, больше. Поэтому сделаю где-нибудь даже 90, и потом остановлюсь и буду уже аккуратненько точить. Сейчас общее такое точение. Сделал я вот такой кругляшок. Ну, понятно, что я проверял с помощью уже готового бочонка. Сюда его одевал. Пока он у меня немножко шире от нужного размера, буквально на 1 миллиметр. Но это дальше на обработку. Следующее, мне надо здесь выровнять и сделать небольшое углубление для того, чтобы потом я мог перевернуть эту заготовку и зажать вернее, зафиксировать на разжим в этом патроне. Поэтому меняю положение упора и постараюсь сейчас сделать здесь ровную плоскость. Срезал я заготовку и решил все-таки переставить в обратную сторону. Думаю, что так мне будет проще точить. То есть, повторяю, ставлю ее на разжим. Надеюсь, удержится. То есть мне осталось сделать эту вот пупырышку. Да, держится.
Так, шлифанул я, полирнул. Понятно, что надо еще доработать. Чтобы не затягивать время, надо проверить, что у меня получилось. Ой, в ту же сторону. То есть вот такая крышка. И теперь момент истины. Ай. Надо еще немножко проточить. Но если видите, поленился примерить, она 1 к 1. Сейчас немножко проточу. Ну вот. Так, чтобы было видно, беру сейчас эту штуку. То есть вот бочка, вот крышка. Входит. Так, почему я еще не снял план-шайбу? Дело в том, что я хочу немножко утопить, ну, посмотреть, как это будет видно. Мне кажется, надо немножко утопить крышку. Для этого у меня есть возможность. Сейчас я это и сделаю. Подходит крышка, мне нравится. Крышка 2 цветов получилась. На этом все. Сейчас я, наверное, полирну. Сделаю сейчас финишную полировку. Сниму с планшайбы, отрежу от держателя деревянного. И встретимся в финале. Закончил я токарные работы. Вот получился вот такой бочонок у меня. С крышкой. Сразу повторю, еще раз повторю, это прототип. Я не профессиональный токарь, я учусь, это моя первая работа сегментная. Я ее сделал для того, чтобы понять весь процесс, технологию, ну и, соответственно, внести коррективы в дальнейшую работу. Ну, первое, что я понял, что касается конструкции самого вот этого бочонка, то, мне кажется, нижнее кольцо должно быть чуть ниже, верхнее, соответственно, чуть-чуть выше. Но это говорит о моей неопытности. То есть сегменты у меня будут в следующий раз разные. Ну и склеивать сегменты надо, мне кажется, в первозданном виде. То есть когда, вернее, склеивать кольца между собой надо в первозданном виде. Я же здесь пытался обточить первое кольцо, потом вставить, если вы помните, 2 кольца, обточить, и потом следующее, третье. Дело в том, что при склеивании есть небольшое смещение, и буквально смещение на миллиметр вправо-влево дает несовпадение полос. Где-то они совпали, понятно, там, где я выстраивал, но с другой стороны они неизбежно не совпадут. Поэтому в следующий раз буду, ну, уже более точно к этому относиться и тщательно. Ну, здесь вот, например, сошлись. Осталось мне покрыть это маслом, но сделал я вот такую крышечку и сделал я еще одну штучку. Вот такую вот ложка для меда. Сам никогда не пользовался, но видел, как многие пользуются. То есть смысл ее в том, что здесь есть много таких вот углублений, куда заходит мед. Он обволакивает это все, и за счет своей густоты вот можно так ее повернуть и перенести в другую емкость. Сделаю вот такую крышку. Вот крышку. Крышку вот к этой ложке. У ложки есть название даже английское, я его, честно говоря, не помню. То есть понятно, что в этом бочонке, ну, можно подарить, конечно, сам бочонок с медом, аккуратненько его принести, вот он стоит, но транспортировать его, наверное, не получится, надо делать какую-то тут стяжку, тоже можно придумать. Возможно, здесь надо закрывашку еще какую-то делать, это я уже в последующем придумаю. Но если на столе стоит такой бочонок, и пользуетесь такой ложкой, да или любой ложкой, можно сделать вот такую вот крышку, крышка с отверстием, вот так она закрывается. Все рассказал, теперь покрываю маслом.
Процесс достаточно простой. Масло для столешниц. Соответственно, можно использовать на посуде, которая соприкасается с пищевыми продуктами. Нанесу я сейчас масло в один слой. Дам высохнуться, полимеризоваться несколько дней. И потом нанесу еще масло воск. Внутри я покрывать не буду вот этим маслом. Хотя можно, конечно, поэкспериментировать, посмотреть результат. Внутри я хочу просто пролить воском. То есть, когда я буду делать вощину, отливать, я как раз этим и займусь. Сейчас я специально разводить не буду. Дно я срезал. Понятно, что потом зажал с обратной стороны в кулачки и обточил. И отшлифовал. Что касается еще впечатлений. Точил я, напомню, это липа и дуб. Ну, в следующий раз я хочу, конечно, попробовать вместо липы использовать березу. Надо найти досточку. Ну и дуб, возможно, или невозможно, скорее всего, тоже сделаю сегментами. Это то, что у меня кольца. А может быть, это будет не дуб, а ольха. Посмотрим. В общем, буду экспериментировать с разными породами дерева. Точится очень хорошо липа, но полируется она очень мягкая. На ней видны малейшие заусенцы. Поэтому не совсем мне это понравилось. Вот, внутри я, если видно, вот здесь я заклеил скотчем, ну, чтобы масло не капало. Ну, вот так вот смотрится бочонок уже. Масло начинает впитываться. Дам постоять сейчас полчаса. И обязательно уберу его. Что получилось у меня в результате моего эксперимента, моего самообучения? Вот такой небольшой набор пчеловода. Никаких надписей я делать не буду. Очень не люблю, когда на бочонке с медом написано мед. Понимаю, если бы там были апельсины или грибы. Ну, а так, понятно, бочонок для меда. На этом все. Большое спасибо, что посмотрели этот ролик. Ролик очень длинный, состоял из 2 частей. Кому понравилось или не понравилось, поставьте все равно лайк, хотя бы за мою работу. Продолжайте смотреть мои ролики, а я буду продолжать эксперименты и делать разные бочонки. Увидимся скоро. Всем пока. Пока-пока.